Нападение мигранта на школьницу в Туве вызвало взрыв негодования среди местных жителей, став последней каплей в чаше терпения. Пока чиновники топчутся на месте, пытаясь найти виновных, простые люди начинают действовать самостоятельно. В этой связи глава республики выступил с новым заявлением по поводу беспорядков и провокаций. Тем временем в Ленинградской области произошел инцидент, который мог бы закончиться печально, но получил неожиданный поворот. В одном из заведений оказался русский ветеран, который проводил там вечер. Внезапно к нему подошли трое наглых незнакомцев с недобрыми намерениями. Как все сложилось, мы и расскажем в нашем выпуске. В заведении, где отдыхал ветеран, произошел инцидент, который мог бы стать еще одной громкой историей с печальным финалом, но получил неожиданный поворот. Трое незнакомцев, примерных семьянинов, подошли к пожилому мужчине, представившись персоналом бара, и, отобрав у него паспорт, начали шантажировать, требуя деньги за его возврат. Человек, не желая ввязываться в конфликт, обратился в полицию, но, к его удивлению, помощь так и не пришла. Когда правоохранительные органы проявили безразличие, в дело вмешались народные мстители. Они не только убедили наглецов в неправоте их действий, но и продемонстрировали, что в случае бездействия властей люди готовы защищать своих самостоятельно. На видео, опубликованном в сети, трое мужчин, один из которых с разбитым носом, выглядят подавленными. Разговор сначала был явно немирным, но в итоге ситуация уладилась. Говорящий за кадром интересуется их самочувствием, но ответы примерных семьянинов звучат невнятно. У нас есть люди, которые выпивают или не так выглядят, но это не повод обращаться с ними как с животными. Мы русские, а вы кто? Чеченцы. Видео, опубликованное в телеграм-канале «Русская община», стало вирусным, привлекло внимание и вызвало бурю обсуждений. Подпись к записи гласит: «Добрые русские люди объяснили им, что так поступать не стоит. На данный момент неизвестно, подал ли ветеран жалобу в прокуратуру на бездействие полиции. Однако ясно одно: если бы стражи порядка отреагировали вовремя, возможно, народные мстители не стали бы решать проблему самостоятельно. И все же хорошо, что они оказались рядом в нужный момент». Перенесемся в Тыву, где ситуация обострилась после нападения мигранта на школьницу, что стало последней каплей терпения для местных жителей. Пока чиновники топчутся на месте, пытаясь найти виновных, народ продолжает действовать самостоятельно. Глава республики Владислав Хавалык выступил с новым заявлением, призывая жителей не поддаваться на провокации и не совершать противоправные действия, которые могут привести к печальным последствиям. Напомним, что инцидент начался с слухов в соцсетях о том, что иностранный гражданин напал на несовершеннолетнюю и якобы заразил ее ВИЧ-инфекцией. Эти сообщения вызвали волну негодования, и местные жители начали нападать на мигрантов, в частности, на работников рынка в Кызыле, административного центра республики. Однако Следственное управление по Туве опровергло информацию о заражении девочки. Фигуранту уголовного дела о нападении предъявлено обвинение, и он находится под стражей. Хавалык отметил, что массовые нападения были вызваны провокациями в соцсетях и призвал жителей не поддаваться на них. Он также сообщил, что правоохранительные органы установили личности нападавших и задержали их. В отношении местных жителей возбуждены дела по статье хулиганства по предварительному сговору. Власти акцентируют внимание на поддержании межнационального согласия, напоминая, что Тыва всегда отличалась стабильной обстановкой. Правительство Тувы обратилось к населению с просьбой не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. Расследование уголовного дела по факту нападения на школьницу завершено, и материалы направлены в суд. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия или провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Несмотря на грозные заявления властей, в соцсетях продолжают появляться видео, на которых местные жители продолжают профилактические беседы с мигрантами. На одном из таких роликов местный житель дает иностранному гражданину бесплатный дружеский совет, смысл которого такой: «Скажи своим, чтобы уезжали. Ты вообще кто по нации? Узбек? Таджик? Кто ты, друг мой? Что происходит в городе, знаешь? Ваши обидели девочку. Я переживаю, что скоро могут обидеть и вас. Лучше бы вам с друзьями поскорее уехать. Уезжайте, заклинаю вас. Обязательно передай своим, чтобы сюда не ехали и отсюда уезжали скорее. Я через 3 дня зайду и проверю, последовал ли ты моему совету, друг.
Важно отметить, что преступления, совершаемые мигрантами в этом регионе, крайне редки. И это не потому, что в тыву попадают только хорошие люди или в аэропорту установлен какой-то магический фильтр. Просто приезжие, зная характер местных жителей, понимают, что любое нарушение может обернуться серьезными последствиями. Один несчастный случай, и вот уже весь регион взбудоражен. Глава региона Владислав Хавалык, видимо, считает спокойствие на вверенных ему территориях исключительно своей заслугой. В своем обращении он благодарит жителей за сознательное отношение и сохранение порядка. «Дорогие земляки, выражаю глубокую признательность за сознательное отношение, сохранение порядка и стабильности в нашем обществе. Только вместе, одной сплоченной силой, мы сможем противостоять любым угрозам». Однако обращение губернатора вызывает недоумение. Он радуется задержанию местных жителей, которые побили хороших мигрантов, но упоминания о пострадавшей школьнице нет. Кажется, что для него более важно показать, что он контролирует ситуацию, чем решить реальные проблемы. Антимигрантская тема – лишь одна из видимых причин. Правоохранительные органы проводят работу по выявлению причин провокаций, которые распространяются в основном через мессенджеры и социальные сети. Хавалык также успокаивает иностранцев, заверяя, что в республике усилены меры безопасности, и они могут чувствовать себя в безопасности. Однако многие жители региона видят в заявлениях властей несоответствие действительности. Они предлагают свои решения. Надо начать с представителей диаспор, которые должны принести извинения перед народом и жестко контролировать, воспитывать свою молодежь. Глава должен показывать, насколько он понимает возмущение народа. Потерпевшим забрать заявления, задержанных отпустить. Надо понимать, что много молодых парней-тувинцев сейчас совершают подвиги за ленточкой. Понимать, что сейчас напряжение у многих людей, которые потеряли родных и близких. А тут еще и дочери-подростки подвергаются опасности. Такие советы власти дает народ в комментариях под постом с обращением губернатора. Но прислушаются ли власти? Депутат Государственной Думы и профессор Самарского университета Михаил Матвеев также обратил внимание на то, что в этой истории происходит полное искажение действительности. Звонит мне сейчас журналистка одного из московских СМИ и спрашивает, как я отношусь к тому, что из-за фейка о том, что мигрант в Туве заразил ВИЧ несовершеннолетнюю девочку через изнасилование, там местные жители побили мигрантов. Спрашиваю в ответ, а то, что он ее изнасиловал, тоже фейк? Нет, с неохотой отвечает журналистка, но он же не заразил. Послушайте, девушка, говорю, вот если вас изнасилуют, но при этом не заразят, вас это утешит? Нет, но, видимо, ТЗ прошло, осудить не насильников мигрантов, а то, что тувинский фафизм поднял голову. А теперь вкратце о том, сколько зарабатывают мигранты. Мигранты в России зарабатывают неожиданно много, особенно в некоторых сферах бизнеса. Например, низкоквалифицированные работники могут получать до 300 тысяч рублей в месяц, что кажется удивительным. Это связано с тем, что многие сферы, такие как торговля, ЖКХ, доставка и такси, фактически подмяты диаспорами, которые ставят на вакантные места своих соплеменников. Однако большая часть зарплат в этих сферах – это серый и черный нал, что означает, что деньги фактически выкачиваются из России, не оставляя налогов в бюджете. Это одна из проблем, связанных с мигрантами безвизовых стран, таких как Узбекистан, Таджикистан и стран ЕАЭС. С другой стороны, есть визовые мигранты, высококвалифицированные специалисты из стран, с которыми у России установлен визовый режим, таких как Китай, Индия, Турция и Сирия. Их зарплаты могут достигать 380 тысяч рублей в месяц. Возникает вопрос, зачем российским компаниям нужны иностранные специалисты, если в России есть свои таланты? Эксперты отмечают, что приоритет отдается именно иностранцам, хотя в стране есть достаточно квалифицированных специалистов. Работодатели, однако, предпочитают не комментировать эту ситуацию. В итоге вопрос остается открытым. Почему Россия продолжает привлекать иностранных работников, а не использовать своих граждан? А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!